Так, друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам орхидеи на северных окнах. Вот такие вот красотки. Да, друзья, на северных окнах можно выращивать вот таких вот огромных гигантов. И вот это, друзья, орхидея, это такая деревообразная, это детка моей самой первой орхидеи, которая появилась 20 лет назад. Детка орхидеи Red Lip. Вот такая вот она монстр, орхидея монстр на северном окне. Мне очень часто спрашивают, задают вопросы: Георгий, какие нужны осветительные приборы, какой должен быть уход за орхидеями, если на окнах вообще не попадает солнечный свет. Вот, друзья, вам показываю окна, на которых стоят орхидеи. Это прилежная ученица, орхидеи прилежной ученицы моей, друзья, тещи. Заехал поздравить ее с праздником и заодно показать вам, как растут орхидеи уже много лет у нее на северных окнах. Она каждый день смотрит видео на нашем канале, не пропускает ни одного видео. И вот ухаживает за этими орхидеечками, которые я в разное время, в разные годы надарил ей. И вот теперь они стоят на этих окошках и радуют не только ее, но и мимо проходящих прохожих. Вот такая вот, друзья, красота. Орхидеи огромные. Значит, что хочу сказать. Орхидеи все абсолютно растут в смешанном органическом грунте. Это кора, это древесный уголь и прям вот совсем немножечко мха. Ну вот, можно сказать, такие готовые пакеты. Освещение здесь, если вы посмотрите, вот полностью это север. И единственное, что вот от этой девятиэтажки иногда отражает солнце, которое слева садится, а справа она восходит. И вот единственное, когда здесь может попадать солнечные не лучи, а отраженные от той девятиэтажки, это летом на закате, когда солнышко уже садится. То есть, в общем, на эти окна вообще от слова совсем не доходит солнечный свет. Вот только вот такой вот рассеянный от неба. То есть хорошо, здесь впереди никаких строений особо нету. Единственное, что вот сирень перед окном растет. И все. Это, друзья, орхидея, вот такая вот орхидея пилорик. Подарил я года 2 назад эту орхидеечку. В магазин зашел на 8 марта. Специально с детьми поехали покупать цветочки. Увидел эту орхидею, влюбился и думаю, точно надо подарить маме вот эту вот орхидею. Вот. В общем, купили с детьми. Ну, года, наверное, 2 или 3. У нас даже, по-моему, видео выходило на канале на втором Тройняшкин папа. Вот такая вот красотка мультифлора. Мультифлора пилорик. Каждый год она процветает вот таким вот не раскрывшимся тюльпанчиком. И тоже она цветет в средней фракции. Кора обычная, самая, друзья, простая кора, которая продается в обычных сетевых магазинах. И древесный уголь. Все, без каких-либо изысков. Поливаются эти, друзья, орхидеи замачиванием на несколько часов в тазике. Именно по тому поливу, который я показывал на нашем канале еще в 2017 году. Да, первые видео на нашем канале выходили в 2017 году, и я поливал тоже вот так вот Red Lip, в тазик ставил на 1/3 высоты горшка, и обычно я это делал вечером, в ночь, утром я это дело все доставал, и в течение дня все стекало. Вот по такой же технологии и эти орхидеи поливаются по мере необходимости. Ну, обычно раз в 2 недели поливаются. Значит, по поводу удобрений. Как удобряются эти красотки? Эти красотки, друзья, удобряются вот много-много-много лет одним и тем же удобрением. Буйскими удобрениями, которые у нас здесь в Волгограде продаются практически во всех магазинах, где есть орхидеи.
от 39 до 42 рублей. Поэтому вот уже много-много лет я еще теще надарил, наверное, целый мешок этих удобрений. И вот она пользуется уже много лет этими удобрениями. Орхидеи все, как вы видите, растут вот в таких вот горшках полупрозрачных с широким верхом, зауженный немножко низ. Но это потому, чтобы после замачивания, так сказать, хорошо проветривался внутренний объем горшка, потому что все-таки окна северные, солнечного света нету, чтобы влага здесь не задерживалась. Ну и вы можете обратить внимание на вот такие вот огромные листья на орхидеях. Эти листья, друзья, это почему вообще на орхидеях листьях? Они по двум причинам. Первое, это когда вот две причины совпадают. Первая причина, точнее три причины. Это хорошая подкормка периодическая и значит, мало освещения, да, мало освещения, когда орхидея стремится увеличить площадь листьев. Кстати, вот здесь вот труба в осенний, зимний, ранний весенний период на подоконниках, под всеми подоконниками вот такая труба, закрытая занавесками, и внутри здесь с одной стороны у орхидеи прохлада от окна, с другой стороны поджаривает батарея, и создается такой своеобразный микроклимат вот на этих, ну, таких аквариумах, оконных аквариумах, на которых начинает циркулирует, кстати, воздух. С одной стороны поднимается воздух, с другой опускается. И даже несмотря на то, что занавески накрыты, вот в этих ячейках воздух циркулирует. Я, кстати, вам сейчас покажу еще одну орхидею, которая стоит возле южного окна. Но, значит, на южном окне здесь, друзья, освещение практически не попадает. Это, кстати, орхидея покупал я как орхидея Дурбан. Эта орхидея должна была быть с осветленными верхними и нижними частями боковых лепестков, но во всех своих последующих цветениях она стала цвести вот так вот. Вот здесь освещение падает, друзья, только днем чуть-чуть заходит, но прямых солнечных лучей нету, и орхидея все равно находится в такой в полутени. И из-за того, чтобы орхидея ловила больше рассеянных лучей света, орхидея начинает наращивать большие листья, чтобы улавливать этот хороший естественный свет. То есть никаких, друзья, фитосветильников, ничего такого нету. Только свет из окна и подкормка. Вот посмотрите, какие монстры. У меня, кстати, тоже орхидеи преимущественно, которые растут в глубине помещения на деревянном стеллаже. Кто обращал внимание, тоже стремятся нарастить вот такие вот огромные лопухи, чтобы улавливать хороший спектр света, из естественного света, из окна, которое находится метрах в 6 от моего стеллажа. Но тем не менее. В общем, друзья, вот такие вот хотел сегодня показать орхидеечки, растущие на северных окнах. У меня есть на канале плейлист, так и называется «Орхидеи на северных окнах». Заходите, смотрите, кому интересно. Там полностью я собираю видео и рассказываю подробный уход для того, чтобы получать вот такие вот, друзья, результаты. На мой взгляд, очень даже неплохие. Вот такая вот, друзья, красотка, вот такие вот орхидеи. Всем, друзья, до встречи в следующих видео. Всем пока.